Доброе утро. И это чтобы вы окончательно проснулись после тех звуков, которые услышали в начале ролика. Долго у меня не было просто времени на то, чтобы новости интересные до вас донести, потому что приходил собственный проект завершать очень интересные исследования, но о них сложно рассказать так вот, чтобы прям захватило. Поэтому у меня для вас сегодня новость, которая прям вот из многих новостей очень интересная. Во-первых, объект этой новости, он сам симпатичный, такой мимимишный и очень своеобразный. Это пятнистый скунс. Казалось бы, скунс, но это такое прям ругательное слово, и это такое что-то неприятное. На самом деле очень милое животное. И причем он среди всего семейства скунсов самый такой потешный, можно сказать, потому что его еще называют акробатом, скунсом-акробатом. У меня есть такая повадка, он на передних лапах бегает. Это выглядит уморительно, но сам он вот такой. Симпатичный зверь. Все знают полосатого скунса, который там по всей Северной Америке живет, и там многие от него страдают, потому что он не боится людей, к ним лезет, он такое антропогенное животное. И случается так, что брызнет он, когда своим секретом, там мало не кажется. Этот тоже брызгает, поэтому вот эта вот смешная его акробатика, она может плачевно кончиться, потому что это предупреждающая поза. Он говорит, что дальше будет все серьезнее, дальше я брызну своим этим веществом. У него причем примерно 15 грамм этого вещества есть, это столовая ложка. И он может на 5 приемов, это на 5 брызгов разделить. Но после этого ему надо от недели до 10 дней восстанавливать этот запас. Поэтому он не кропит все, что видит. Довольно экономно это расходует. И может так получиться, что контактируя с скунсом, он вас и не обрызгает. То есть не обязательно прям там брызнет и все. Со скунсами все интересно, потому что это целое семейство животных. Ну, знаете, семейство — такая крупная систематическая группа. Вот, например, мы все млекопитающие, это класс. Класс делится на отряды. Вот это отряд хищных, вот это отряд приматов. Отряд хищных делится, в свою очередь, на более мелкие группы, объединяющие таких более близких родственников, чем все хищники. И, в частности, вот скунсы их раньше относили к семейству куньих, потому что, да, похож на куницу. Чем вам, пожалуйста, не какой-то там пестрый хорек или какой-нибудь пестрый горностай. Но оказалось, что все-таки отличий много. И среди вот этих куньих есть группы, которые отличаются по строению, происхождению, а генетические исследования, тут последний, так скажем, клин вбили и от куньих скунсов отделили. Причем для меня немножко неожиданная такая вещь, что к скунсам еще и причислили вонючих барсуков. Вонючий барсук — это даже хлеще, чем скунс, это такой арсенал любого сквернослова может пополнить. Но это вполне конкретные два вида животных, которые обитают, в отличие от скунсов. Скунсы-то они в Новом Свете, Северная, Центральная, Южная Америка. А вот вонючие барсуки живут в Юго-Восточной Азии на островах Ява, Суматра, Калиматан и еще на 2 филиппинских островах. Ну, про них разговор отдельный. Если вы хотите посмотреть на разных скунсов и вонючих барсуков, приходите к нам в музей. У нас в экспозиции они все есть. Можно на них посмотреть. Ну и на нашем канале тоже про них бывают ролики. Вот участвуйте в ролике, который посвящен милоте животных. Там можно проголосовать, в том числе и за скунса. Не такого пятнистого, полосатого, но скунс, они есть скунс. Так вот, скунс — это не один вид. Их на самом деле считается 2 видами вонючих барсуков, их 12 видов. А вот такие настоящие скунсы без вонючих барсуков, их 10 видов. И они делятся на 3 рода. Род канипатус или свиноносые скунсы, у них действительно такой хрюкальник есть. Полосатые скунсы, мефитус, они крупные, там до 3 килограмм весом, ну, как барсук такой, или медоед миниатюрный. Тоже всем известно по всем фильмам, классические скунсы — это вот полосатые скунсы. А есть еще пятнистые скунсы. Их 4 вида, как считалось. Хотя в разные времена изучения, знаете, такое пестрое животное, причем двух одинаковых нет, у них у всех по-разному эти пятна, а на самом деле это не пятна, а прерванные полосы, и они могут по-разному располагаться. Животное там почти белое, с черными полосками, почти черное с белыми полосками, есть полоски, есть пятнышки, 2 одинаковых не найдете. Ареал у них довольно большой, они от Британской Колумбии, а Британская Колумбия, она не в Колумбии, не в Британии, это канадская провинция, самая, получается, юго-западная, на Тихом океане находится. И вот они туда вниз идут до Коста-Рики, то есть проникают в Центральную Америку, причем распространяются в ширину по Соединенным Штатам, там и кордильеры, и великие равнины, потом они в Мексике, от одного побережья до другого, включая полуостров Юкатан, потом идут по перешейку и уже в тропических лесах Коста-Рики, там все это. Там есть и горы, и пустыни, и равнины, и все это имеет сложную историю, как геологическую, там был процесс и горообразования, так и
уже ледниковую, ну, тоже геологическая получается. Когда ледник приходил, уходил, горные долины, все это разделялось на отдельные островки, где животные могли существовать, но в то же время они были изолятами, потом все это перемешивалось, объединялось. Понятно, что у них сложная такая, может быть, эволюционная история, и можно ожидать, что видов там много. Но вот эта вот индивидуальная изменчивость такая пестрая, она маскирует все это. Поэтому выделяли в разное время от 2 видов пятнистых скунсов, когда уж совсем они там разные, в разных местах живут, до 14. 14, вот это дробительство, знаете, в тематике бывает период дробительства, объединительства, вот эта зверюшка на своих передних лапках пробежала через все эти периоды, и в конце концов все это тряслось, устаканилось, и пришли к тому, что их 4 вида. Ну, а сейчас эпоха молекулярных исследований, когда исследуют и ДНК, и там, в митохондриях, и в ядре, и много что, вот эти дремлющие участки наших нуклеиновых кислот, они содержат как раз самые важные для эволюционного изучения участки, которые называются недействующие или спящие или мусорные ДНК, и как раз она-то отбору не подвержена, и изменения, которые в ней накапливаются, они пропорциональны времени, прошедшего с тех пор, как вот мы начали следить. Поэтому можно, смотря насколько отличаются вот эти участки мусорной ДНК у разных видов, смотреть, сколько между ними натикало времени. И таким образом, получается, мы можем посмотреть такие эволюционные ветви, как далеко они разошлись, как далеко был общий предок. И вот с этими скунсами получается так, что вообще, хотя живут они в Новом Свете, но появились-то они у нас в Евразии, а потом через Берингию они проникли в Северную Америку. Это было еще в Миоцене. А в раннем Плейстоцене, 5 миллионов лет назад, скунсы уже были. И тогда как раз от них отделилась веточка, которая привела к одному хорошо выраженному, всеми признанному виду пятнистых скунсов. Это карликовый скунс или малый скунс, который живет на узенькой полоске Тихоокеанского побережья Мексики. Он там за горами, и похоже, что он отделился тогда, когда вот эти горы как раз и образовывались, вулканическая деятельность. Вот он тогда еще от других скунсов отделился и до сих пор, в общем, живет там. Так он и остался, никто его не трогал. Это один хороший вид. А вот другим 3 видам, им в этом плане как раз сейчас удалось ученых удивить, потому что еще 1,5 миллиона лет назад, это уже в раннем Плейстоцене, они начали делиться. Там уже, вот это уже явно под ледником происходило, потому что было несколько волн похолодания, с кордильеры полз ледник, ледниковый щит, он заполнял долины, шел по верхам, создавал непреодолимые для такого животного барьеры, потом он уходил. Где-то эти барьеры удалось преодолеть, популяциям вот этим изолированным там все перемешивалось, генетический вот этот обмен был. Но в результате все-таки сейчас ученые, наши коллеги из Чикагского музея естественной истории и еще некоторых исследовательских учреждений провели генетический анализ большой выборки вот этих вот скунсов пятнистых. Оказалось, вроде бы, конечно, там Америка, да, тем более северная, где вроде бы все изучено, особенно не какие-то там букашки, микробы, лишайники или грибы, а млекопитающие. Причем не такая не мелюзга, которая где-то там в норе живет, а вот такой вот, в общем, заметный крупный зверек. Они же, в общем-то, бывают и до, ну, от 200 грамм до там, полкило и даже до килограмма разные виды. Но оказалось, что с ними никто толком не работал. Во-первых, не самый такой простой в изучении зверек, потому что он так брызнет, и потом это радуйся. Кроме того, в отличие от полосатого скунса, он довольно скрытный. Он вообще из всех скунсов самый древолазный. То есть он как белка лазит по деревьям, прекрасно себя там чувствует, и, в общем-то, от человека держится подальше, и изучать его непросто. То есть в руки исследователей он попадает реже, чем другие виды скунсов. Поэтому даже в музеях за все эти там 200 лет сбора, за 250 лет сбора их не так и много оказалось. И кроме того, надо же с разных мест посмотреть, чтобы всю вот эту вот сложную мозаику изолированных и потом сливающихся, разделяющихся популяций исследовать на генетическом уровне и выяснить, насколько же давно они были разделены и насколько далеко зашли вот эти различия, которые уже не позволяют им скрещиваться, то есть делать их полноценными видами. Конечно, чтобы исследовать такую проблему на большом ареале, надо выяснить, как же там популяции друг с другом взаимодействовали, как они разделялись различными географическими преградами, и как они потом могли объединяться после исчезновения ледника, как они вообще переселялись. Но этот скунс, он не склонен к большому переселению, они там живут даже группами в одной норе, и никуда особо далеко они не бегают. Надо собрать как можно больше экземпляров. Так вот, оказалось, что за 200 с лишним лет естественно-научных сборов, то, что сохранилось в музеях экземпляров, их оказалось не так и много. И, в общем, всего 26 исторических экземпляров в этом исследовании было использовано.
Это было собрано из 25 североамериканских музеев. Ну и, конечно, этого мало для любой статистики. Поэтому были сделаны такие распечатанные листовки, которые назывались там «Разыскивается» и «Разыскиваются скунсы». Потому что человек со скунсами контактирует. Бывает, что на дороге раздавлены они попадаются, домашние собаки их бывает прихватывают. Поэтому таким образом было еще более 180 экземпляров таких скунсов доставлено в руки ученых. Было раскручено все возможные молекулярные анализы, и получилась интересная картина. Вот то, что было 4 вида скунсов, я рассказал про карликового, этот пигмеус, который живет на узенькой полосе Тихоокеанского побережья Мексики, он уже давно очень отделился. А остальные 3 вида это был западный, восточный и южный. Из своего названия понятно, вот эти 3 вида. Так оказалось, что каждый из них разделился на 2 вида. Все это произошло примерно 500 000 лет назад, плюс-минус 100 000 лет, и каждый из этих 3 видов поделился в свою очередь на 2. Так западный разделился на горного и пустынного или равнинного. И это понятно уже. Один живет в горах, в этих кордильерах, а другой на больших равнинных и пустынных местах прилегающих. Восточный поделился, соответственно, на степного и, собственно, восточного. Тоже понятно. Восточный там скалистые горы и прочее, а вот степной он там более равнинный. А южный поделился на, собственно, южного и юкатанского. На полуострове Юкатан, оказалось, живет древняя изолированная популяция, которой вот сомнений нет никаких, что это, да, действительно хороший новый вид. Тут еще с видами еще момент такой. Это во многом вопрос договоренности, потому что не всегда понятно, где же вот эта видовая граница. Была такая классическая типологическая концепция вида, которая еще Линнеем заложена, но тогда сомнений не было. Бог создавал виды, они все отдельные, каждый вид отдельный акт творения, поэтому вот эти полочки в шкафу, они есть, на каждой сидит вид, и надо просто распознать вот этот замысел Творца и выяснить, кто же на какой полочке сидит, название повесить, и все будет замечательно. Эволюционная картина мира, она о другом говорит, что возникали изолирующие механизмы, которые препятствовали скрещиваться популяциям одного и того же вида, свободно скрещиваться, и за долгое существование в изолированном состоянии накапливались отличия, которые предотвращали скрещивание при последующей встрече. Это так вот в идеале. На самом деле сплошь и рядом эти изолирующие механизмы не вырабатывались до конца. Потому что кто же там, какая преграда будет ждать, там, сидеть, когда сформируются окончательно эти изолирующие механизмы. Поэтому часто, вот как мы видим с черной и серой вороной, ледник разделил первоначально единую популяцию, кого-то оттеснил на юг, а кого-то разделил там западное и восточное, вот эта черная ворона. Потом, когда ледник ушел, это место заполнилось серой вороной, которая где-то там эволюционировала. Но это слишком небольшой промежуток времени был, чтобы изолирующие механизмы сформировались, и везде, где контактируют серая с черной вороной, везде идет гибридизация. То есть они вроде виды, не виды, полувиды. Это сейчас очень все так непросто. И критерии, тем не менее, критерий скрещиваемости, нескрещиваемости остается самым надежным. Но иногда, тигр и лев, например, скрещиваются. Явно же разные виды, да? В зоопарке скрещиваются, но то в зоопарке. Поэтому все-таки основной критерий — это нескрещиваемость видов в природе. Там могут быть разные изолирующие механизмы. Но не всегда же есть возможность проверить, где они там скрещиваются, а где и нет. А в ДНК все это сохраняется. И вот такие следы древних скрещиваний, вот этого потока генов из одной популяции в другую, они сохраняются в ДНК. И здесь все это в этом исследовании показано. Там показано, что вот эти какие-то из этих вновь выделенных 7 видов, некоторые обмениваются генами. Или обменивались в историческом, где-то там на историческом промежутке. Но тем не менее они вполне изолированы, вполне себе представляют. Можно считать их хорошими видами. А что еще дает видовой статус? Если речь идет, если вот мы считаем какую-то группу популяций, так скажем, под видом, то она не попадает в федеральные списки охраняемых видов. И нам статус другой, там средства другие вкладываются, меры охраны применяются другие. А вот если это вид, тогда все совсем другая песня. Другая, более высокий охраняемый статус может быть. Поэтому, в общем-то, чем больше видов, тем больше вокруг этого какой-то такой серьезной деятельности. Это непростые все вещи. И сейчас идет как раз период дробительства, когда, вроде бы, казалось бы, чем больше видов, тем оно лучше. Много кому. Тем, кто составляет списки, тем, кто там распределяет вот эти природоохранные фонды. Но бывает сложно, потому что разделили, например, жирафов на 5 видов. И теперь у меня вот что там в экспозиции стоит, без генетического анализа и непонятно. А мне надо этикетку писать, чтобы вам, посетителям музея, было понятно, что это такое, какой из вида жираф. Я не знаю, тоже так с этим замечательным скунсом. Я знал, что это пятнистый скунс, тот, что
западный пятнистый скунс. А теперь западный пятнистый скунс на два вида разделился, и вот никаким доступным мне способом я не могу определить, какой же вид пятнистого скунса теперь вот тут у нас так в музее замечательно живет. Кстати, откуда взялся этот скунс? В 1913 году купили шкурку в Европе, тогда, в общем, было распространено коллекционирование, естественно, научных экспонатов, и существовали такие коммерческие торговые фирмы, которые, естественно, научными экспонатами снабжали весь мир, просто по почте можно было заполнить бланк и присылали шкурку. А изготовил наш замечательный таксидермист Филипп Евтихович Федулов. Кстати, вот сейчас у нас уже в музее открыта выставка, посвященная юбилеям дяди и племянника Федуловых. Это замечательные таксидермисты нашего музея, которые создали шедевры таксидермии. Там исторические фотографии, причем такие даже, не все они музейные, а там про военную службу, например, старшего Федулова, он же был кавалер двух Георгиевских крестов, очень интересные фотографии есть. Ну, вернемся к нашим скунсам. Теперь их получилось 7 видов, и это очень интересно, то есть получается так, скунсов больше, больше и больше. Ну и, конечно, этот пятнистый скунс, у него поведение замечательное, то, как он бегает на передних лапах, угрожая, что сейчас перейдет к более активным действиям, это очень такое замечательное зрелище. Но вообще музейные коллекции, конечно, в таких исследованиях играют выдающуюся ведущую роль, потому что они дают возможность заглянуть в прошлое и посмотреть, а как все-таки менялись ареалы. Из этих коллекций извлекается необходимый материал для генетического анализа. В этом случае извлекался из когтей. Точно методику я специально не изучал, но это, видимо, берется часть когтя от основания. И с помощью довольно дорогостоящей процедуры по сравнению со свежим материалом извлекается необходимое количество молекул для анализа, чтобы делать выводы о родстве, о каких-то изменениях в ареалах, об обмене генами между популяциями в историческом масштабе. И это всегда очень интересный, замечательный такой вариант. Ну и, конечно, тут интересна гражданская наука, потому что вот эти разыскные листы, они сработали, и, в общем-то, там порядка 180 образцов, раздавленных и бесполезно пропадающих на дороге, таких скунсов, попал в руки ученых и пополнил коллекцию, и дало вот такие замечательные результаты. В общем, прекрасное животное, замечательное. И оно еще говорит о том, что, в общем-то, такое живущее недалеко от человека, таким широким ареалом, хорошо всем известное животное, таит в себе еще немало всяких тайн и загадок, потому что изучение формирования фаун, оно всегда очень интересно, потому что это формирование облика Земли, мы имеем дело только вот с современностью, а в прошлое это уходит довольно далеко и интересно. Что еще можно сказать? Вот так вот он брызгает, и как это пахнет. Никто толком не может описать. Все какое-то настолько мощное, что там нюансы теряются, нельзя сказать, на что это похоже. Но, в принципе говоря, бороться с этим можно перекисью водорода. Она там окисляет вонючие эти вещества и становится легче, но так, чтобы совсем прошло, нет. А американские таксидермисты рассказывают, что от этого запаха можно избавиться, замочив шкурку в томатном соке. Она потом отстирывается, и запах уходит бесследно. Не знаю, сам не пробовал. Интересно, но это не тот опыт, который хотелось бы на себе попробовать. Еще один интересный факт, что скунсов у нас пытались в России акклиматизировать. Это была длинная история, был период увлечения изменением природы в сторону более удобной для человека. В том числе было популярно акклиматизировать разные виды животных и обогащать таким образом фауну. Это те времена, когда расселялась янтовидная собака с Дальнего Востока в европейскую часть, когда канадского бобра привозили, потому что европейский бобр, в общем, почти был истреблен, когда расселили ондатру удачно, когда енота ползкуна в наших теплых краях расселили, тогда же пытались скунса, потому что это пушной зверек все-таки, как что ни говори, там шапки, шубы, там что-то, но не из этого, а того, который покрупнее. Но не прижился. Почему не прижился? Потому что наши животные с такими скунсами, которые защищаются запахом, не приучены на него реагировать правильно и успевали его, значит, жамкнуть и съесть. Запах потом неприятный, но эта привычка избегать скунсов выработалась медленнее, чем кончились скунсы. Ну и потом страдают они, конечно, сильно от птиц хищных, потому что птицы менее восприимчивы к запаху, чем млекопитающие, поэтому вполне себе его хватают и едят. Такая, в общем, у них непростая жизнь у скунсов, и большая их часть живет меньше года, гибнет от хищников на дорогах
и от прочих всяких неприятностей. Хотя животное милое, оно мне напоминает такую маленькую росомаху. Она говорит, широкие плечи, сразу видно такой гимнаст и акробат. Ну а разбудил сегодня у вас, как легко догадаться, голос скунса, правда не такого, а полосатого, которым человек чаще встречается и чаще слышит его голос. А в следующий раз я вам расскажу о загадочном, ну не таком загадочном, загадочный, как оказалось, с помощью музейных работников выяснилось, что там загадка есть, но о тропическом гекконе, который потихонечку, полигонечку завоевал весь мир, по крайней мере его теплая часть, а на самом деле оказалось, что он выходит из Африки. Вот эту вот его историю, как он это все потихонечку сделал, в следующий раз я вам расскажу. Рад видеть всех в нашем музее, как виртуально, так и реально. Еще раз позвоню вам в колокольчик, потому что, может, вы по одной рассказ опять уснули. Но у нас впереди большой, интересный, насыщенный событиями, работой, интересными делами день. Интересной вам жизни, интересных новостей. Может оказаться, что он как раз такого вида, который там на ладан дышит. А может вдруг оказаться, знаешь, вот возьмешь из него там ДНК, и окажется, что он не вписывается в картинку. Вот из их там 203 экземпляров, которые они посмотрели, вот они выделили 7 видов. Вот. А этот может оказаться 8-й. Кто же его знает? Поэтому пусть в музее, он вот уже сколько ему, уже получается больше 100 лет. Получается ему 108 лет в этом году. Это когда его купили, а когда его добыли, непонятно. Прекрасный экспонат, он замечательно работает на выставках. Но вот эта его научная составляющая, может быть, в нем таится, потому что ДНК в нем есть. Есть методы, которые позволяют сейчас, вот 20 лет назад не было таких методов, чтобы вот с такой вот шкурки добыть ДНК. Сейчас они появились. А дальше может еще что-то получится. Кроме того, он несет в себе массу видовых признаков, в том числе вот шерсть, там строение шерсти. Много что-то там в нем есть. Он со всех сторон хорош. Только сзади лучше не подходить. И не пугать его неожиданными действиями. А так вполне любопытный, дружелюбный. Есть съемки, когда он в дом забегает и никого там не брызгает. Он в нормальном состоянии, никого не пугается, он там бегает себе спокойно. Конечно, если там начать визжать, хлопать в ладоши, там, кидать в него тапками, он, конечно, поймет, что что-то не то происходит, надо, значит, использовать химическое оружие и смыться покровом.